Можно ли отождествить Аллаю как женский принцип в корне природы? Алая – вселенская душа. Безусловно, она как корень природы содержит в себе все. Вначале была Алая, великая пустота. Это есть слияние всего того, что есть и не есть. Алаю можно отождествить с Акашей и с Мула-Пракрити. Именно Мула-Пракрити есть корень всех вещей. Дангма, строители Вселенной и безмолвия находятся на одном плане? Дангама есть состояние строителей Вселенной и, следовательно, ощущает безмолвие в ее голосе чувствознания. Следовательно, находятся они в одном состоянии на всех планах, проникая в сущность вещей или в причинность всего сущего. Дангма, строители Вселенной, безмолвия находятся в одном состоянии, в состоянии пралаи, согласно циклу, который описывается в данной шлоке. Как может быть Алая пустотой и тем не менее являться основой каждой видимой и невидимой вещи? Разве пустота может быть основой чего-либо? Алая не пустота, ибо она суть плана прообразов, мистической Акаши и сущности Мула-Пракрити. Алая вечна и неизменна в своей сущности. Она отражается в каждом объекте Вселенной. Это отражение и есть основа. Но для того, чтобы это произошло, пространство, куда отражается Алая, должно стать чистым и спокойным. Тогда Алая отразится и даст основу каждой видимой и невидимой вещи. Если Брахма не начинает эволюцию, а лишь выявляет свои аспекты, то тогда кто начинает эволюцию? Эволюцию начинает Фахат, ибо он является всемирной движущей жизненной силой, одновременно движителем и движимым. Брахма есть безличный, высший и непознаваемый принцип Вселенной. Он бесполый. А Брахма имеет мужской аспект. Брахма периодичен в своем проявлении. Он проявляется в Манвантаре и снова погружается в пралаю. Брахма начинает эволюцию. Разве конечное может познать бесконечное? И тем более приложить познавательные опыты? Какой-то парадокс получается. Может, конечно, ибо конечное и бесконечное едино. И как только происходит принятие беспредельности, то конечное становится бесконечным. Когда мы свой познавательный опыт прилагаем к бесконечному, то это и есть познавание. Как только мы свой познавательный опыт прилагаем к конечному, познавание не происходит. Точно так же, как психическая энергия не нуждается в предметах, как в проводниках, так как любой предмет или конечное – это есть просто символ, на котором сосредотачивают свое внимание. Так вот, если познавательный опыт сосредотачивает свое внимание на символе вечности, то тогда происходит познавание. Или высшее собеседование. Тот, кто любит, тот имеет доступ к высшему собеседованию. Это есть голос безмолвия или совокупный опыт всего человечества. Вы рассказывали о недане дня 20 ноября «Черная обезьяна». Очень интересно. Как вообще неданы могут иметь отношение или влияние на формирование мыслей на семинарах? Неважно, это семинары или общая жизнь, неданы имеют такую мощь и силу воздействовать на человеческое сознание. По сути дела, неданы – это порождение нашего сознания или человечеством порожденные причины, которые зависят от нашей нравственной природы. Согласно этой нравственной природе, мы побуждаем неданы. Карма дает импульс
для этих недан в осуществлении их человеком. А человек должен развивать свое внимание, чтобы заметить этот импульс кармический, представленный в виде неданы, причинно-следственной связи. Человек должен уловить эту возможность и преодолевать препятствия согласно тому, что он в этот момент уловил сущность причины или сущность самой неданы. Поэтому не важно, где мы находимся и когда мы находимся, важно то, что эти неданы воздействуют на человека согласно необходимости закона эволюции. Неданы не имеют влияния на мысль. Эта мысль имеет влияние и может изменить даже карму. Недана есть следствие мысли. Мысль может бороться даже с такими мощными законами, как карма. Изучая неданы, зная возникновение причины, мы, соответственно, формируем мысль. Семинары как раз позволяют сосредоточить свое внимание или мысль в одной точке пространства, тем самым изменяя ее. Значит, недана – это возможность для человека познать и узнать эту ответственность. Так же, как монада приобретает ответственность только тогда, когда достигает человеческого царства, так и недана позволяет понять ее причинность или признать ответственность только тогда, когда познана эта причина или свет. Свет – это когда человечество воссоединяется со своим собственным логосом или истинным именем. Это истинное имя есть монада. Если паракальпита есть заблуждение, порожденное теми, кто не могут осознать пустоту и иллюзорную природу всего сущего, то те, кто осознали пустоту и иллюзорность, что они порождают? Паракальпита – это то, что не имеет слов для выражения опыта, для тех, кто не практикует паратантру или полюсность. Вот в силу этого профан не может, а лучше сказать, не имеет опыта познания пустоты и, как следствие, природу всего сущего. Ну а те, кто практикует, медитируя на пустоту, обнаруживают иллюзорность влечений феноменального мира, следствием чего они порождают причины от действительности по законам природы, ибо они свободны от ввергания в любых условиях жизни. Те, кто осознали пустоту, они уже ничего не порождают, потому что рождение не есть творение. Те, кто познали иллюзорность или пустоту, они стали творцами. Если паракальпита – это враг абсолютного знания, то тот, кто осознал абсолютное знание, тот стал творцом. Первый аспект абсолюта – махат, или мировой разум. А человек лишен возможности снять покров с абсолюта. Значит ли это, что у человека нет шансов стать разумным? Человек мыслитель, а следовательно, имеет в себе всю потенциальность мирового разума. Утончая и расширяя сознание, он вмещает беспредельность и тем самым снимает покров не с абсолюта, а с собственного представления относительно покрова абсолюта. Это значит, что человек обречен стать разумным, ибо третья раса, третья подраса уже была, когда он был осенен разумом. А шестая раса и шестая подраса грядет. Она выявит из человеческой эволюции именно этот аспект. Освобожденный дух может постичь природу источника, откуда он произошел и куда он должен вернуться. Он должен вернуться к пробужденному махату, мировому разуму, уже выявленному в феноменальный мир. И если феномен – это просто неосознанная психическая энергия, тогда надо осознать психическую энергию, и тогда пробудится разум.
вот этот термин, который использует Елена Петровна Блаватская в «Шлоке» «Анну Попадака», что переводится «без родителей». Но разве может кто-то или что-то родиться без причины, или, как в данном случае, без родителей? Елена Петровна здесь говорит еще о первой станции 4-й шлаке. По закону относительности мы можем сказать о том, что Анупадака рожден без родителей, и это способны сделать только адепт либо архат, ибо он владеет этой силой крия-шакти, с помощью которой он способен ясно и четко представлять то, что он хочет воплотить. Так он может рождать себя, придавая ту форму, соответствующую той необходимости данного явления. Поэтому человек способен точно так же этой силой крия-шакти владеть. Особенно этим владеет женское начало при зарождении плода. Она его, по сути дела, ваяет этой силой крия-шакти. И эта способность на тонком плане, на ментальном плане превращать идею в мыслеформу. Вот это и есть рождение без родителей. Или Анупадака. Великое колесо было Анупадака, то есть две силы или состояния, Аллая и Анупадака, находились во внешнем пространстве, заполняя все его. И они еще не стали формой. Они только сохраняют семеричность. И когда придет цикл соответствующий, то Аллая станет Лая, а Анупадака станет причиной формы движения. То есть не было еще силы света и тепла, не было еще движения, и 9-е творение было не проявленным. То есть смысл ответа на ваш вопрос – всему свой цикл и всему свое время. У Духа нет родителей, ибо Он един с Абсолютом. Вы бы не могли подробнее рассказать о том, что как эта карма не может разрушить причины, пока причины не перейдут в законное следствие? Карма и есть следствие причин. А любая причина должна иметь следствие. Следствие неизменно должно проявить причину. В этом суть кармы. Любая причина имеет свои следствия. Если нет следствия, то нет и причины. Никакую порожденную причину невозможно удалить из Вселенной, пока она не перейдет в законное следствие и не будет стерта ими. То есть, когда стирается проявление следствия с законом, тогда причина исчезает. Вы говорили, что в шлоке упоминаются одногласные, трехгласные и семигласные логосы, и дали соответствие. Одногласный – это первый непроявленный логос, трехгласный – это второй проявленный логос, семигласный – это тетраграмматон или причина на материальном плане. А где первый проявленный логос? Одногласный логос – это непроявленный логос. Трехгласный логос – творящий логос. И семигласный логос – это проявленный логос. Первый проявленный логос находится на плане прообразов. Это одно из самых загадочных мест в тайной доктрине, когда третий непроявленный логос становится первым проявленным. Это смена двух полярностей. В этот миг происходит смена сознания. В этот миг начинается человеческая эволюция. В этот миг начинает свое движение карма и начинается время. Первый проявленный логос – это центральная точка на плане прообразов, причина возникновения света. Это высшее собеседование. Как говорится, тот, кто любит, имеет доступ к высшему собеседованию, то есть он становится светом. Закон есть любовь, Христос или свет есть любовь, все есть любовь. Вот откуда символизм этого слова «любовь». Это первый проявленный логос, точка, свет, глаз. Так звучит Аум, где А – это мысль, У – свет, а М
сокровенная тайна. Даже смятение хаоса побеждается звучанием гармонии аума. Так каждый предмет излучается при любви, и каждая трудность побеждается силой любви, силой первого проявленного логоса. Любовью побеждаем. Если Махат находится в равновесии или валая, то когда наступит разновесие, или, как я понимаю, проявление, что произойдет с Махатом? Махат проявляется через ахи, тхиан-коганов, которые суть сонма и множество духовных существ, являющихся проводниками для проявления божественной и вселенской мысли. Махат при проявлении станет мировым разумом, и при дальнейшем снисхождении в человеке он станет самостью. Но пока Махат находится в равновесии, еще нет творения, он находится в алае. Такая трудная шлака для понимания, но вот ваше пояснение, что она соответствует глаголу «начните» и что это и есть девятое творение или движение, приближает понимание. Но что значит непроявленное девятое творение? Если говорить о непроявленном девятом творении, то мы можем о нем сказать как о слиянии с единым. Это момент состояния нирваны. Оно может присутствовать как раз на земном плане, когда человек воплощен на земле. Мистическое явление – это слияние с единым, а чтобы создать единую форму проявления вот этой божественности, то девятка здесь служит как создатель формы для выражения божественного. И получается как бы такое двойное творение. Одно чисто материального свойства, а другое чисто духовного. Девятка – символ завершения творения. Сама девятая шлока описывает непроявленное состояние девятого творения. Девятое творение – это три тройственных силы, слитые воедино и готовые дать импульс и начать цикл. Силы света и любви не было еще проявлено. Она была в стадии собирания ее семеричности, двумя причинами ее сохранения – алая и анупападака. А два врага абсолютного знания еще не проявились, не было паракальпиты и паратантры. Они появятся после того, как девятое творение станет феноменальным. Как начать готовить место, куда должен проникнуть свет или наше сознание? Дисциплина ума, которая создает устойчивость для ответственного восприятия жизни. В этом случае развивается внимание и улавливаются возможности. Признать психическую энергию, которой мы должны научиться владеть сознательно, ибо она всеначальная, то есть фахатическо-энергетического свойства разумной мощи Вселенной, творящая мощь зерна Духа. Нужно начать звучать словом. И если слово есть Бог, то Бог есть вечный элемент первого луча, а свет – дайви пракрити. А тьма – это человек, который не понимает, что это за свет. Значит, надо явить понимание абсолютного знания или стать чистым. Тогда место наше или сознание будет готово принять и вместить свет. И тогда возникает песня безмолвная, как в тайной доктрине описывается. Но вот он задержался в высоте паря, и слух напряг, прислушиваясь к песне, которую теперь так звонко звезды пели там, далеко внизу, у ног его. Звезды внизу у ног, когда открывается доступ к высшему собеседованию для тех, кто познал любовь.